Здравствуйте, мои уважаемые зрители. С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности, и Денис. Сегодня мы с Денисом записываем нашу традиционную передачу «Говорить, думая». Денис Алексеевич, рада вас видеть. Вся во внимании. Здравствуйте. Здравствуйте. Что будем обсуждать? Ольга Федоровна, давайте поговорим о инертности и реализации. Почему мы выбираем инертность вместо того, чтобы реализовываться? И для начала давайте, что такое вообще инертность с точки зрения психологии? И какие причины у инертности? Это какая-то наша биология или наш опыт, или все вместе? Почему вот у нас есть какая-то наша база как будто такая? Ну, во-первых, инертность, она базовая на самом деле. Это наш фундамент, потому что когда мы рождаемся, мы лежачие. И вот говорят, что когда у человека инсульт, если он первые месяцы не хочет проявлять инициативу для того, чтобы выкарабкаться, то он становится лежачим. Именно потому, что срабатывают вот эти вот рефлексы, что можно ничего не делать и получать благо. То есть нам для того, чтобы выходить из инертности, нам надо иметь некоторую неудовлетворенность. Когда наши потребности не стучат и кричат «хочу, хочу, хочу», то нам достаточно сложно уговорить себя что-то делать. Но ведь даже в инертности, когда мы вот пребываем в этом состоянии, все равно есть какие-то потребности. Но почему-то, мы выбираем даже то, что мы хотим делать, да, мы почему-то выбираем не делать. Вот есть, щас надо привести пример. Ну, например, походы в спортзал, да. Ведь это доставляет там и удовольствие какое-то, и видишь результат, но почему-то все равно нужно преодолевать, как будто что-то есть, какая-то сила, которая не дает, туда идти. Я думаю, что наше сознание находится как будто в двух режимах. Режим мгновенного удовлетворения «хочу» и режим стратегический. В стратегическом мы мыслим будущем, как лучше для моего будущего. А режим мгновенного удовлетворения – это про сейчас. Вот сейчас мне не хочется напрягаться, и мне спортзал не нужен. И мне как будто надо подумать про свое будущее для того, чтобы появилось вот это желание. И это момент такого уговора себя. Желание, то есть у нас как будто желание должно создавать вот эту направленность какую-то или выход из инертности. Ну вот в пятницу как раз вышло видео про «хочу». Я там говорила про разговор с собой, когда ты можешь говорить с собой и аргументировать. То есть, с одной стороны, я себе истерю, я не хочу ни в какой спортзал, тут у меня, не знаю, серия недосмотренная, или я кушать хочу. То есть это такая истерика сиюминутного желания, и есть я такой стратег, который понимает, что это надо для моего здоровья в будущем. Вот бывает так, что человек, например, не уделяет внимания своему телу, а потом ему начинает что-то болеть. И он на таком м, запале начинает что-то делать, ему чуть-чуть перестало болеть, и он ушел. Ну, как и с психоанализом, например. Мгм. Чуть-чуть полегчало, чуть-чуть поумнел, и все, и хочется бросить. То есть важно понимать, что эта инертность и желание ничего не делать, оно естественное. Это не что-то, что надо лечить. Это наша суть, скажем так, наша природа.
Но важно помнить, что для того, чтобы чего-то достичь, ее надо все время как будто преодолевать в разговоре с собой, в говорении с собой. Мгм. То есть, путь к этому вот этот разговор, как бы аргументация в себе. А вот такие, там сила воли, вот такие вещи. Что вообще такое сила воли, кстати? Вот для меня Э это как будто какое-то принуждение звучит. это, хорошо, что вы подняли эту тему, потому что, сила воли, она, понятие, которое, люди употребляют, вот это словосочетание "сила воли", но не задумываются, что это такое. Сила воли — это именно вот принуждение, когда кто-то директивно говорит "надо". И на этом "надо" человек достаточно долго может двигаться, иногда даже годами. А потом начинается протест против "надо" даже в мелочах. То есть на это "надо" идет бунт. Вот когда ты себя силой заставляешь, не по-хорошему, скажем так, а силой заставляешь ходить в спортзал, то в какой-то момент может начаться протест, и ты вообще перестаешь годами это делать. То есть вот это надо, наш контроль, наше принуждение, он необходимый аспект, но с ним надо быть очень аккуратным. Это такой как бы временный способ, или, ну, то есть, что значит быть аккуратным? У него есть последствия. Ну, как, например, у медикаментов, Мгм. как алкоголь, как ленность. То есть понимать, что у принуждения себя силой будет потом отдача определенная, определенные последствия. Вот я сейчас думаю, что получается реализация в принципе возможна и на вот таких вот механизмах, как сила воли, принуждение и вот такие как бы насильственные методы. Э, Но недолго. но недолго, но возможно. Но возможно. Но М, возможно. На самом деле возможно. На какие у нас должны произойти внутри изменения или что с нами должно, вот со мной произойти, чтобы я чего-то достигал, реализовывался, не принуждая себя, а вот именно как бы, чтобы оно было как-то органично и само собой, без боя. Ам, В идеале, когда ребенок растет, то родителям он должен все объяснять. Вот объяснять причинно-следственные связи своих поступков и всего остального. Но в детстве мы слишком глупы, чтобы мыслить немного дальше. Ну вот как родители говорят: "Надо учиться, надо получить высшее образование, это тебе пригодится". Но мы же тогда это не понимаем. Да. Нам кажется, это такое обязаловка, и мы это делаем из страха. И вот эта вот обязаловка, вот это вот "надо, потому что я буду наказан", оно остается ведущим механизмом зачастую у людей. И потом личность как будто должна научиться сама выбирать и сама ставить цели. То есть осознанно вот появляется, свобода выбора. То есть сила воли и свобода Мгм. выбора. И как будто тебе все время надо объяснять самому себе, что это тебе надо. Что это мой выбор. Ну да, но мы так не делаем обычно, потому что вот, состояние жертвы — это когда я все время отдаю вот это угнетение, принуждение, ам, страх, ответственность, все время это отдаю вовне. Но даже вот, работа, деньги, на которые ты живешь, я это ощущаю как обязаловка, как будто я не для себя их зарабатываю. Ну и типа, ну лень идти на работу.
Да, вот здесь интересно про состояние жертвы, как будто это вот то, что мы отдаем ответственность там за или страхи, вот эти все, как вы сказали. Вот как здесь, расскажите подробнее, что здесь происходит и почему, как вернуть себе эти все, то, что мы выбрасываем. Э, Ну, про состояние жертвы я много говорю, потому что оно погибель для личности. Состояние жертвы – это состояние ребенка, которого должен кто-то спасти, кто-то ему должен что-то дать. Ну, и ребенок действительно жертва, он пленник своих родителей в какой-то мере. Какие бы родители демократичные, умные не были, он все равно заложник у них, потому что благо зависит от них. И вот это состояние ребенка, оно всегда связано с состоянием жертвы. Когда а, это кому-то другому надо, это кто-то другой меня заставляет, это кто-то другой ответственный, это мое прошлое виновато, это мои родители виноваты. То есть человек таким образом лишает себя инициативы. У него нет инициативы, потому что если я отдаю ответственность, то, соответственно, мир вокруг меня должен измениться. Но если это не моя ответственность, а чья-то. И люди склонны находить все время объяснения внешними обстоятельствами. Ну, не знаю, я открыла кафе, и в нем нету посетителей, потому что такие экономические условия. Я стала психологом, у меня нет клиентов, потому что этим людям непонятно, что надо. Я стала врачом, и эти невыносимые пациенты не ценят настоящих профессионалов, а ходят к шарлатанам. Я в браке несчастлива, потому что все мужики козлы. Вот эти объяснения, они лежат рядом, и нам хочется все время их втянуть для того, чтобы не брать ответственность на себя, потому что мы, когда берем на себя, мы обращаемся с собой жестоко. То есть у нас идет обвинение, претензии, ненависть к себе, отвращение. И мы из-за того, что не можем по-человечески с собой говорить, объяснять, рассуждать, мыслить, анализировать, мы начинаем как спасательный круг тянуть в процесс своего объяснения эти внешние обстоятельства. Мы так спасаемся от себя. Ведь этот, вот я сейчас думаю, что это вот это как мы обращаемся с собой, да, на себя нападаем, и это ведь как раз одна из причин, почему мы не идем в реализацию, потому что мы боимся, что вот мы будем на себя нападать и плохо с собой обращаться, если начнем что-то делать. Ну, Как бы страх видите, себя. в состоянии жертвы вот эта вот агрессия, она неизбежная составляющая. То есть я, не эволюционировав до понимания, могу только эмоционально давить. Вот, ну, ребенок, он же эмоционально давит на родителей. Ну, он же не Мгм. может им аргументировать, обосновать свою точку зрения, найти альтернативные способы. Видите, здесь все про мышление и про знание. Ребенок эмоционально давит. Точно так же мы делаем с собой. То есть, если мы не дорастаем до мышления и анализа, то у нас Мгм. эмоциональное давление остается как будто единственным инструментом. И мы этот инструмент используем и с собой, и с другими. И мы, получается, в таком замкнутом круге. Вот у меня есть еще такой вопрос про, как будто вот сейчас он уместен, про саботаж, вот этот внутренний. Мы его себе устраиваем. Почему? Вот как будто по тем причинам, которые вы сейчас
описали, но как бы вы это прокомментировали? Ну, саботаж — это тоже такой многогранный процесс. Зачастую мы саботируем, потому что не можем в полной мере получить желаемое. Мы как будто не соглашаемся на то доступное, что есть, и тогда мне ничего не надо. Это может быть такая обида. Мгм. Вот опять состояние жертвы, я опять обиженный, и тогда мне ничего не надо. Ну вот, например, вы хотите встретиться с другом, и он говорит: я готов встретиться, но у меня будет 2 часа, а потом у меня встреча еще с одним другом. И вы говорите: ну тогда и не надо мне. Мгм. Если ты не можешь со мной провести весь вечер, тогда и не надо. Ладно, в другой раз. Или же когда вы решаете, не знаю, сменить деятельность или расширить ту деятельность, где вы сейчас, и вам говорят: ну, это возможно, но через 3 года. Вы такой: ну тогда и не надо. 3 года. Вот это может быть саботажем. Мгм. Саботажем может быть внутренняя истерика, когда мы м, начинаем придумывать кучу аргументаций, чтобы не делать. Вот я и не выспался, вот я себя и плохо чувствую, завтра это начну. То есть вот это эмоциональное давление, как ребенок давит на родителя, Мгм. когда он говорит, например: убери игрушки или там сделай уроки. Ребенок начинает придумывать все, что угодно, и в этом саботаже он ощущает свободу. Вот пока он не сел за уроки, он как будто свободный мустанг, который бежит по прерии. А так он уже тяговая лошадь, которую везут что-то. Впрягли в телегу или там в повозку и везут. А так я мустанг. И вот этот мустанг, состояние мустанга, оно, ну, иногда дурное. Оно абсолютно ненужное даже самому человеку, но вот он мустанг, он ощущает свободу и ощущает как от этого. И действительно, чувства так и говорят. Зачем тебе снимать видео каждую неделю? Сколько там этих блогеров? Ну, не делай. Или давай еще вот у нас 2 дня есть. Сегодня давай покуролесим, а завтра в последний момент сядем и сделаем. И человек чувствует себя таким нарушителем запрета. Да, такое ощущение свободы появляется. Как будто себе выкроил кусочек, свободы от, Ну обязанностей. да, и эмоции это говорят. Вот туда в свободу и иди. Ну да. Посмотри, как ты счастлив там. Свободный мустанг. Да, интересно, что это одна из причин, вот этой нашей инертности получается, что, мы хотим ощущать свободу, хотя это свобода от чего? От себя, от своего принуждения свобода? Ну, это вот это наше любимое состояние, что хочу, то ворочу. Но ведь многие люди, они идут к власти и к деньгам именно потому, что там наступает момент, когда мне будет многое дозволено. И многие люди, получая деньги и власть, сталкиваются с этим «немногое дозволено». Оно тайное течение, бессознательное, которое может погубить личность. Но вот это многое дозволено, я достиг успеха, мне многое дозволено, и я начинаю свой успех уничтожать. Мгм. Ну, потому что я уже так не вгрызаюсь в то, что я делаю. То есть, видите, реализация, она связана с большим количеством вот этих всех моментов.
И пройти мимо и них, ну, вот люди, которые более-менее реализованы, это люди, которые прошли через эти все скалы. Преодолели как будто. Ну, каким-то образом так сложились так сложилась структура внутренняя, что человек смог преодолеть. То есть получается, если мы нарисуем точку нереализованную и точку реализованную, и между ними у нас будет определенный путь, то на этом пути будут определенные преграды. Ну вот первая преграда – это состояние жертвы. То есть жертва не может быть реальной. Мгм. Это уже сразу ну, это приговор. То есть первоначально человеку надо преодолеть это. И я вижу по клиентам и по комментариям, как человеку все-таки тяжело прекратить эту ответственность отдавать. Ну, объяснять внешне. Но оно Потом, как бы само ложится. естественно, да. Да. Как Потом, будто нужно и тут и усилия делать. Извините, что я перебиваю. Вот это вот как бы включать ум или размышлять, делать выводы. Да, простите, потом. потом преодоление природной инертности. Мгм. То есть в этой инертности наше «хочу» должно стать больше, чем обладаю. Хочу должно стать больше, чем обладаю. Эм, Расскажите подробнее. Это же А, может быть хочу, простите, хочу может быть что-то, ну, разное хочу бывают. Да, и «хочу», оно формирование «хочу», оно зависит от того, насколько человек в действительности, в реальности. Ведь человек Мгм. может хотеть невозможное. Ну, не, ну как невозможно? Я, например, хочу выйти замуж, но с моей структурой личности, ну, не знаю, с моей там агрессивностью или же с моим желанием указывать, что делать, мне подойдет очень маленький процент мужчин. То есть там 2% мужчин, которые росли рядом с авторитарной матерью и готовы терпеть мое доминирование. Но я не хочу таких мужчин, я хочу других мужчин. Ну, в смысле, и хочу, и сексуально, и нравятся мне другие. И я пытаюсь создать отношения вот с теми другими, они у меня не получаются. То есть, как бы, видите, здесь мое «хочу» мне надо отформатировать под меня и под действительность внешнюю. Мгм. Ну и такое хочу не будет нас стимулировать. Хотя это зависит от... Оно будет стимулировать, но я буду терпеть неудачу с этими мужчинами, и я начну, или же я буду постоянно пробовать, и эти отношения будут разрушаться. Я знаю много таких случаев на практике. Ну, когда женщина вот, первоначально там полгода она выдерживает, или мужчина, а потом все разваливается. То есть я буду все время пробовать и все время говорить: "Опять мне не повезло с этим мужчиной". Да, не повезло вот тут. И Хорош. или же я обесценю свое "хочу". То есть я скажу: "Я выбираю одиночество". Я откажусь вообще от брака, от отношений, уйду в работу. Я не говорю, что это плохо.
Ну, иногда это как бы человека судьба, и он может быть гораздо, не знаю, полезнее обществу, добрее и умнее именно в одиночестве. А отношения у него появляются, и вот тут же начинает разматывать, расшатывать. Да, интересно про хочу. Вот хочу должно быть больше, чем имею, но с хочу надо осторожно. Ну да, ну как и, например, стать каким-то специалистом. Ну, люди же как, когда идут в профессию, они же хотят реализованности завтра. Вот это вот терпение и там 5 лет терпеть. Ну вот мой, допустим, YouTube-канал, он около 5 лет. Ну, надо же сначала побыть и с там 5 подписчиками. Мгм. Это И тогда да, говорите. какая-то должна быть у нас такая, как выдерживаемость вот этого момента между началом реализации "хочу" и как бы достижением. Ну, видите, но это хочу надо все время как будто пересматривать, пересматривать, пересматривать. Мгм. Пересматривать "хочу", на основании того, что есть на основании реальности. Ну, вот наша девушка из примера. Да. У нее не получается с мужчинами. И если она не в жертве, а она аналитична, то она начинает, наблюдать, в каких, моментах происходят эти конфликты. Как она себя ведет, как мужчина реагирует. И она начинает себя, менять. Если я хочу быть с этими мужчинами мужественными, то значит мне надо убирать свою авторитарность. Мне надо уметь отдавать ответственность, спрашивать совет на самом деле, не диктовать условия, быть более толерантной и гибкой. Или же мне надо менять категорию мужчин, с которыми я пытаюсь создавать отношения. Если я сама не могу или не хочу меняться, значит, мне нужны другие мужчины, чтобы у меня мог быть брак. Почему я презираю слабость? Почему мне такие мужчины не нравятся? Я начинаю анализировать это. То есть, видите, мы не говорим, что надо отказаться от отношений. Мы Мгм. говорим о том, что здесь надо вникнуть. Не надо отказываться от реализации, надо вникнуть. Но обычно, когда человеку говоришь, надо вникнуть, он говорит, ой, все, начинается. Да-да-да. Да, кажется, это какой-то более сложный путь, чем просто отказаться. Да, вы начали перечислять, какие у нас есть препятствия на пути, к Мгм. реализации. Жертва, состояние жертвы, преодоление, Инертности. инертности. Отказ от состояния дикого жеребца, который бегает по прериям. То есть понимание, что ощущение вот этой свободы, оно э, свобода и саботаж. Мгм. То есть здесь мы должны потоптаться и поговорить с собой. Ну, вот эта свобода, которую я хочу, что да, она нужна, она неплохая, но у этого тоже есть последствия. Потом сила воли, про которую мы с вами говорили. Да. То есть на жестоком голом принуждении какое-то время можно пройти какую-то дистанцию, но понимать, что потом может быть депрессия и выгорание.
Но ведь можно там достичь чего-то и остановиться. Вот как будто, когда мы с вами это все говорим, рассуждаем о реализации, это как будто постоянный процесс бесконечной точки, да? Э, Ну, вот, это да, потому что как только мы останавливаемся, нас начинает стягивать доминанты вот эти все вниз. Ну, немножко надо ага, крутить педали быстрее, чем наклонная, мгм, потому что ты будешь неизбежно деградировать. Это действительно процесс. мгм. Да, то есть на силе воли туда далеко не уедешь в этом процессе. А вот еще такое, как дисциплина. Тут сила воли с дисциплиной как-то, у меня вяжется, но дисциплина как будто, м, как-то менее жесткая какая-то штука, чем сила воли. Эм, но смотря как на нее посмотреть, на дисциплину, да. Вот расскажите про дисциплину. Ну вот, мы с вами говорили до этого, что человек, устраивает себе истерики. Это тоже вот пункт сюда, это путь. Мгм, Устраивает себе истерики, эмоционально давит, вместо того, чтобы говорить с собой. И вот сила воли с истериками, они в конфликте. Ну, вот эта мгм, сила, мы его можем, символически описать как надо, а истерику описать как хочу или не хочу. мгм, И эти 2 аспекта наши, они все время находятся в конфликте, в противостоянии. И дисциплина — это как раз таки про накидывание сетки на это бушующее пламя эмоциональности. мгм. Я вот подумал о том, что надо и хочу. Это же может быть одно и то же. Ну, это, Ну, наверное, какой-то, это такое счастье, когда да, такое. это идеальный вариант. Да, вот вы сказали накидывание сетки, так образно, как-то, но как будто, все таки дисциплина больше к надо. Вот я так ощущаю, что дисциплина — это надо. Ну, дисциплина, структура, м, ритмичность — это все про надо. Это все про понимаете, вот это надо, оно же тоже нуждается в детализации. Мгм, Потому что человек может принуждать себя этим надо по-дурацки. Ну вот, вы же на "Сталкере" вы видите, когда человек себя ведет каким-то определенным образом, ему самому неуютно в нем, он, испытывает дискомфорт. Это никому не надо из окружающих. Это не приносит никакой пользы, но у него представление, что так правильно, так надо. То есть надо — это всегда так правильно. И оно может быть абсолютно дурацким. мгм. То есть человек может себя принуждать, к тому, что вообще не приводит его к цели. Никому не надо. Ни ему, ни М, окружающим. Понимаете, то есть нам надо тоже надо сделать, умным. Это вот м, как если бы вы были подчиненным, и руководитель вам бы ставил дурацкие задачи. Знаете, иногда бывает, человек, не знаю, открыл фирму, и он не практик в том, что он делает. Ну, допустим, он открыл кафе. мгм, Он никогда не работал ни официантом, ни поваром, ни администратором. Вот у него есть деньги, и он открыл. И он говорит, вот надо так.
А люди практики ему говорят, что так, ну, не будет работать. И он говорит: "Надо вот так". И люди начинают вот про ваш саботаж. Мгм. Они саботируют, потому что они понимают, что это дурацкий приказ. И вот иногда человек, а, вот так бывает, когда люди соприкасаются с психологией, они найдут там какого-то гуру психологии, и он им дает инструкцию, надо делать вот так. И человек на этом надо какое-то время движется, а потом обрушивается. Вот эта вот мотивация, давайте, рванем вперед, все получится. И вот это вот надо, оно тоже может быть таким же дурацким, как и хочу. Э, я вот подумал о том, что эта личность, вот вы приводите примеры о сотрудниках и о подчиненных и начальниках, но внутри личности это же все личность разыгрывает сама с собой вот эти все э, надо, кто-то там говорит, что надо, кто-то хочу. Вот э, что личность с собой внутри должна как-то это все преодолевать или Умнеть. принимать, умнеть, да. Мы Ну, вы всё время говорите о том, что нужно детализировать все и размышлять, да. ну вот даже нашу с вами беседу кто-то слушает и думает такой: "О, сейчас пару крутых, приемчиков возьму для реализации". А здесь видите, как сложно. И такой: "Ой, нет, я, не хочу. Все, надоело, скучно, не хочу вникать". Вот это "не хочу вникать". Вот фактически чего-то добиваются люди, которые хотят вникать. Мгм. А вот этот детский ум, вот я наблюдала за сыном своей знакомой, как он как вот скачущая обезьяна. Палка, ветка, окно, планшет, хочу домой, хочу конфету. То есть, ну вот у ребенка такое сознание, оно прыгающее. И он все время хочет подчинить окружающих взрослых себе, чтобы они обслуживали его. Вот это вот надо. Мгм. Вот он будет вам говорить, что вам надо, ребенок. И вы понимаете, что он какую-то ерунду говорит. Вот и человек так и с собой. Знаете, он решает, все, дисциплина, берусь, и ставит себе такие поручения, которые его приводят вообще не туда. Или начинает требовать жестко, или начинает давать их слишком много. Ну вот оптимально, чтобы мы накормили всех зверей внутри, это когда минимум усилий и максимум эффективности. О, классно. А как это сделать? Всё-таки я вас завела, это вижу, вы загрустили. Это как раз, что делать? К вопросу, что делать? Вот эти, вот препятствия, на пути, к реализации, это же как бы и что делать для реализации? Вот то, что мы с вами очертили. Э, ну вот я решаю, что я буду реализовываться, да? И получается, мне нужно работать вот с этими вот, пунктами в себе. Эм, и к тому, что мне делать для реализации? Умнеть, получается, единственный, э Ну, вы так и вот говорите, хочется уже ничего не делать сразу после вашего "умнеть". Ну, типа, ну, умнеть надо, ну, понятно, все, расходимся. Ну, не только, ну, умнеть — это мы так, такой синтез делаем на высокой ступени обобщения. Но множество нюансов есть. Ну, вот человек, когда
понимает, как все устроено, он вник, тогда он вот может как раз-таки минимализировать усилия, получить максимум отдачи. Ну вот я, например, наблюдаю как аналитик за кем-то в соцсетях, и вижу, как человек делает множество ненужных движений. Ну, он может даже писать много или там какую-то деятельность разворачивать. Но ты понимаешь, что она неэффективна. Как Это вы это как, понимаете? это как развлекать людей. Ну, ты просто развлекаешь людей, ты получаешь от них какой-то отклик, но ты им ничего не даешь, ты просто себя демонстрируешь. Ну вот Мгм. много же есть в соцсетях людей, которые просто демонстрируют себя. Ну вот они выбежали, показали себя и убежали. Это такое детское желание привлечь к себе внимание любым способом. То есть оно, А, я называю это греть воздух. мгм. Ну вот вы замечали, что люди реализованные, умные, они, если говорят о деле, то они конкретные. Да. Вот появляется это конкретный человек, конкретный. То есть здесь ты уже как будто в синхроне с действительностью, и ты понимаешь цену своего времени, цену своей энергии. Но оно у тебя все становится ощутимым. У тебя как будто нет уже возможности просто болтать. Вот на те, как у людей бывает словесные поносы, они говорят, 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 не могут остановиться, говорят, говорят, говорят. То есть, ну все, ты уже не можешь так делать. Ты понимаешь цену этому всему. Это как человек, который сам зарабатывает, он понимает цену Мгм. денег. А ребенок, ему $1 000 000 или 100 000 долларов, он не понимает разницы. Эм, Скажите, у нас время, как со временем еще я хочу. У нас еще, я думаю, минут 5 есть. Мгм. Я вот такой вопрос немного в сторону. По поводу, не знаю, что вы скажете, но вот по поводу того, насколько внешние факторы влияют на нашу инертность. Мы все говорили о внутренних процессах, но ведь есть же все-таки внешний мир. Например, вот война в Украине, это тоже как будто либо вообще ситуация в мире. Либо вот это сейчас, ну как сейчас, последние десятилетия наплыв информации на человека, да, это тоже каким-то образом как бы стимулирует, что ли, у нас инертность или располагает к этому, как будто ты на меньшее можешь, ну, ты не можешь ни на что влиять, и ты как будто решаешь, ну и Но ладно. это неправда. Ну, это И что? неправда, что ты не можешь ни на что влиять. Ну, это неправда. Но ты все Ну, равно это можешь влиять на свое эмоциональное состояние, на свою продуктивность, на свою дисциплину, даже вот живя в Киеве. Но все равно ты можешь влиять. Ты не можешь вот это «хочу». Я хочу на все влиять. Ну да, в частности, те, кто сейчас живет в Украине, или вот как мы с вами в Киеве, мы можем меньше, чем могли 5 лет назад. Ну, потому что много энергии съедает страх, бессонные ночи, непонимание будущего. Но все равно мы что-то можем. Ну вот согласиться на меньшее. Да, я таким глобальным этим, с большим таким подошел, чем-то, с большой сетью. Э,
все-таки, да, мы можем меньше, но как будто вот у меня есть такое ощущение, может, это оправдание, что все-таки вот как будто меньше сил и больше расположения вот к этой инертности, как будто больше нужно преодолевать, когда... Человек постоянно ищет объяснение, он постоянно ищет причину ничего не делать. А сейчас причин более чем достаточно. Мгм. Причин стало еще больше. Ну да, да, понимаете, но нам нужны эти причины. Мы тогда можем наконец ничего не делать. У нас вот причина, у меня справка. Вы что, дурак? Да, вот у меня справка. Вы что, сумасшедший? Да, вот у меня справка. Понимаете, мы все время эту справку суем, как будто чему-то внутри, которые говорят, не спи, двигайся, делай что-то. У меня справка. Мгм. У меня Обстрел. справка. Да, Война. понимаете? Да, 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 да. Тяжелая экономическая ситуация. Мир сошел с ума. Мировая война. Будет ядерный взрыв. Ну, понимаете, те люди, которые говорят, что будет ядерный взрыв, они же говорят, что зачем жить, мы все равно умрем. Ну, поводов найти не жить сколько угодно. Не двигаться, не достигать, не Какая стремиться. жеребцом. Да, просто или лежать жеребцом. Или лежать жеребцом. Так что тут Да. все зависит от человека. Ну что, будем, наверное, закругляться? Да, у меня уже вопросы закончились. Ну, я Спасибо думаю, вам, Ольга. да, что мы плотно поговорили. Да, мне тоже так показалось. Спасибо и вам, уважаемые зрители, за ваше внимание. Пишите свои впечатления или, может быть, что-то вы хотели бы дополнить к нашему диалогу. У вас есть свои мысли. Пишите в комментариях. И напоминаю, что в августе месяце будет школа общения. Будем учиться быть в диалоге и будем пытаться понимать, какие мы и какие другие люди в нем. Мы с вами прощаемся. До встречи. До свидания.